Кого же нам с тобой выбрать? Мужчину или женщину? А давай И будет выбирать. А мы будем ему лишь помогать. Приветствую всех на канале Печка ТВ. Начинаем. Молодец. Харди, выбирай женский персонаж. Ага. Кожу ставь светлую. Светлую. Волосы короткие черные. Имя персонажа Нова. Нажимай кнопку подтверждения. Жду в игре. Новичок в Last Day 2026. Мы начинаем. Развиваемся полностью без доната. И человек. Погнали. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди. И это новая история. Я надеюсь, она тебе понравится. Не забудь поддержать лайком, конечно же. И оставить свой комментарий. Поехали. Создаем персонажа. Я лишь глаза и руки. Постараемся на максимум, чтобы все решения принимал именно ИИ. Куда идти, что поднимать, что крафтить, как развиваться, вообще не знаю, что такое вообще Last Day. Поехали. Привет! Скажи всем, мы начинаем наше шоу «Выживание в игре Last Day». У нас первая страница, создание персонажа. Мужчина или женщина. Какой никнейм, цвет кожи, волос. Ник самое важное. Делай свой выбор. И давай все-таки ты мужского персонажа выбирать не будешь. Давай все-таки женского. Приветствую всех на канале Печка ТВ. Начинаем. Молодец. Харди, выбирай женский персонаж. Ага. Кожу ставь светлую. Светлую. Волосы короткие черные. Имя персонажа Нова. Нажимай кнопку подтверждения. Жду в игре. А какая-нибудь дерзкая стрижка или нет? А борода нужна? Харди, ты сегодня не проснулся или просто хочешь проблем на ровном месте? Женский персонаж с бородой — это цирк, а не выживание. Понятно. Убирай бороду. Согласен. Стрижка должна быть максимально короткой и практичной. Угу. Никаких лишних локонов, за которые нас схватят зомби. Ну вот красиво. Имя Нова да? звучит солидно и технологично. Вася и Петя оставь для Круто. дворовых посиделок. Оставляем Нова. Подтверждай и заходи в локацию. Так, ладно. Все, блин. Нова так нова, ёп. Нова. Принять. Все, я загружаюсь. Ну, я сделал небольшой хвостик, потому что, совсем короткая стрижка мужская. Я понимаю, что апокалипсис, что-то как-то вообще не очень. Да? У нас с тобой сурвивалка была такая. Харди, если тебя укусят за этот хвост, я не буду тратить аптечку. Лишняя деталь в бою только мешает. Ты на месте. Осматривайся. Что видишь вокруг? Инвентаря еще нету. Это, значит, вводный курс. Мне говорят... Осмотреть пикап. Мы на домашней локации. Показывают, куда нажимать, чтобы бегать. Вот я бегаю, да? Инвентарь пока открывать не могу. Могу только кулаком бить. Хватит носиться как угорелый. Подходи к пикапу. Обыскивай его немедленно. Угу. Забирай все, что там есть. Все взял. Докладывай содержимое. А у меня бита и 3 бинта. И зомби появился. И я умею стелсить. Че, со стелса бить, да? Или врываться, как дикий кабан? Телс. Врываться будешь, когда я разрешу. Подкрадывайся сзади. Понял, Удар битой в голову. Если не ляжет с первого раза, добивай. Отчет о состоянии здоровья после контакта. Понятненько. Оу! Победа! Разлетелась мозга вообще. Все супер. Я уже его облутал, взял веревку. Мне говорят собрать ягоды. Мозги на траве — это хороший знак. Собирай ягоды. Это еда и здоровье на старте. Ага. Не игнорируй их. Параллельно ищи дерево и камни. Вот. Нам нужно скрафтить базовый инструмент. Что еще видишь полезного вокруг пикапа? Есть другие контейнеры? Говорят, съесть ягоды, а дальше будут говорить, собери камушки, собери дерево. То есть это вводный курс. Может мне по нему идти, а не так, чтобы ты мне каждый шаг говорила. Иди по обучению, раз оно обязательное. Угу. Но не расслабляйся. Понял. Как только получишь первый топор или кирку, докладывай. И следи за тем, что подбираешь в инвентарь. Весь хлам, кроме дерева и камня, пока игнорируй. Жду уведомления об окончании вводного курса. Все понял. Да? А чё вообще?
Ой-ой-ой-ой-ой. Зомби! Нова, здесь зомби! На меня нападают! Бегу! Бегу! Прекрати паниковать и наматывать круги. Видишь дерево или камень рядом. Беги за препятствие, чтобы зомби застрял или замедлился. Разворачивайся и бей битой в голову. Не стой на месте. Да? Сколько зомби за тобой гонится? Срочно докладывай. Сработало, смотри, что он не идет, ёп. Блин, какая грязь. Да всего один зомби, один, тут что паниковать. Все, я его убил, мне говорят, осмотри сундук. Один зомби, а ты уже развел панику. Успокойся, это только начало. Обыскивай сундук. Забирай все, что там есть. Сразу перекладывай ценное в быстрый слот. Что внутри? Быстро перечисли. Я уже дальше пошел, Нова. Мне говорят собрать бревна, собрать не бревна, волокно, дерево. Собирай волокно и дерево Да? в зоне Чего мы ждать видимости. будем? Число. Это ресурсы для первой экипировки. Как шикарно. только наберешь достаточно для крафта топора, не трать время на беготню. Крафти инструмент и сразу переходи к рубке дерева. Не забудь проверить индикаторы голода и жажды. Мгм. Что по показателям? По показателям вообще все отлично. Слушай, у нас с тобой левел 2. Мы 2-го уровня. Ёлы-палы. Ну и набрали 5 дерева, 8 травки, 3 камушка. Уровень 2 уже неплохо. Сразу открывай меню крафта. Способный Делай ученик. топор и кирку. Без вариантов. После этого не стой на месте, иди к ближайшему дереву и начинай рубить. Проверь, что открылось в навыках после повышения уровня. Какие чертежи доступны? Ну ты правильно сказала, топор. Все, я топор скрафтил, и мне говорят срубить 2 дерева. Навык взял увеличение опыта. У меня был выбор. На меня зомби нападает. Я его, конечно, убиваю, да? Чего я тебя ждать буду, пока ты мне скажешь? Правильно сделал, что не ждал. В этой игре инициатива спасает жизнь. Руби деревья, получай опыт. Ты должен быть эффективным, а не Собрать стоять доски. столбом. Собираем, да? Вот Как это всё? закончишь с деревьями, приступай к добыче Ага. камня. Нужно набить базу для дальнейшего крафта. Следи за индикатором прочности топора. Базу ее. Сколько осталось? Нормально все осталось, слушай, мне по заданию, это начало, то есть нам пока свободы не дают с тобой, говорят вот сюжетку первую пройти. Я сделал пол, говорят построить стены, делаю стены прямо сейчас. Стены — это база. Строй аккуратно, чтобы потом не переделывать. Так, а чё, построй Не трать маленький все ящик. ресурсы на стены сразу, оставь немного на дверь. Без двери твой дом — это просто загон для зомби. Закончишь строительство, докладывай о текущем уровне и количестве ресурсов в инвентаре. Пора планировать нормальную оборону. Какую оборону, ёлы-палы. Мне говорят построить маленький ящик, а я не могу его построить, я что-то не догоняю, почему. Проверь количество ресурсов в инвентаре. Для ящика нужно дерево и веревка. Если ресурсы есть, значит ты пытаешься поставить его в недопустимом месте. Ящик ставится только на пол внутри постройки. Проверь, хватает ли материалов и правильно ли ты выбрал место на полу. Докладывай результат. Результат отличный, новое начало мы прошли. Ящик поставил. Обрати внимание, Отлично. вот здесь он недоступен. Теперь мы не просто да? бегаем А по там лесу, можно. а имеем хоть какую-то базу. Базу. Складывай в ящик весь лишний хлам, который не нужен для текущих задач. Ага. Инвентарь должен быть готов к выходу на нормальный фарм. Что пишут в заданиях дальше? Нас уже выпускают за пределы домашней локации или заставляют делать что-то еще? Говорят, забери награды из пути выжившего. Путь выжившего в Last Day между делом. Это такая гайд внутри игры. Ну и все, соответственно, Забирай летает награды. на почту. Это критически важно на старте. Там лежат ресурсы и создать расходники, которые ускорят наше развитие. Угу. Сразу после получения открывай инвентарь и сортируй все, что дали. Что именно упало Что в карманы. дали? Сортирую. Как закончишь с инвентарем, смотри следующие задания. Мы должны выйти на карту мира, чтобы найти реальные ресурсы, а не ковырять свою поляну. Ну, Что там по целям? Молодец. По целям все отлично. Добыть известняк. Копаю прямо сейчас.
Копай быстрее. Известняк Фу, – это как фундамент. Без получается? него мы не сможем расширить базу и укрепить стены. Ага. Следи за прочностью кирки. Как наберешь нужное количество для задания, не стой без дела, берись за дерево. Способный ученик, Когда конечно. закончишь с Чтобы камнем, быстрее, докладывай, да, что там по прокачаться. следующему шагу в пути выжившего. А чё нам Не он отвлекайся подскажет, на да? каждую бабочку. У меня еще очередной левел и выбор, значит, скиллы чистюля, медик или способный ученик. Чистюля, поливки токсичного зомби пачкают меньше на 4%. Медик, бинты будут восстанавливать быстрее, больше. А способный ученик, шикарный скилл, вы получаете на 10% больше опыта. Что выбираем? Бери способный ученик. На начальном этапе скорость прокачки важнее любой защиты. Молодец, Чем да? быстрее апнем уровни, тем быстрее откроем Я доступ думал, она к медик нормальному скажет, оружию и честно. броне. Блин, чё, Выбирай я навык и продолжай добычу камня. Докладывай прогресс. Все понял. Блин, смотри, какой командир, докладывай прогресс. Говорят, чемодан мне сделать, рюкзак. Создайте рюкзак. На глобальную карту пока меня никто не выпускает. Рюкзак – наш приоритет. Делай его немедленно. Это единственный способ увеличить вместимость инвентаря и фармить больше ресурсов за один поход. Какая ты умная, блин. Как только наденешь рюкзак, проверяй свободные ячейки. Сколько ресурсов в сумме сейчас в инвентаре. После этого смотри, что именно требует игра для выхода на глобальную карту. Нам пора уходить из этой песочницы. Какая умная, прям обосраться. Я понимаю. Ну все, сделали задачу. Вот теперь говорят выйти на глобальную карту. Инвентарь я весь освободил, чтобы мне больше влезло с других локаций. Выходим? Выходи на глобальную карту. Выходи. Выбирай ближайшую зеленую локацию для фарма дерева и камня. Не суйся сразу в желтые или красные зоны. У нас нет нормальной брони и огнестрела. Как только загрузишься, А чё сразу нет-то? по периметру проверяй наличие врагов. Харди, смотри в оба, чтобы нас понял. не зажали в углу. Где мы сейчас? Что видишь по ближайшим точкам? Сейчас, погоди. Вот прям грузится у меня глобальная карта. И у меня появилась неизвестная коробка. Это значит рекламу смотреть, и там всякие прикольные штуки-дрюки дают. А еще событие: самолет, разбившийся поблизости. Самолет — это удача. Бросай все и лети туда. Все, понял. Срочно беги к месту крушения. Там горы лута, который сэкономит нам часы фарма. Угу. Харди, будь предельно осторожен. Там Понятно. могут быть другие Всё. выжившие или куча зомби. Сфокусировался. Не лезь в Не, лобовую выживших атаку, нету. если видишь Спокойно толпу. идем, да? Что по экипировке? Надевай самое лучшее, что есть. Ясно. Выдвигайся. Жду отчет о добыче. Вижу тут, значит, красные на радаре зомби показываются. Вижу ящики. Слушай, рано еще про добычу. Вижу ящиков, вижу зомби. Начинаю лутать. Лутай только то, что действительно нужно. Место в рюкзаке не резиновое. Хватай оружие, еду, одежду и запчасти. Веревки Ясно. и доски сейчас важнее камней. Хорошо. Если видишь, что Ага. несешь хлам, выбрасывай без жалости. Врагов обходи, если они не загораживают доступ к контейнеру. Кого обходить? Харди, не зевай, смотри по сторонам. Кто-то еще есть на локации. Да нету тут никого. А кого тут обходить-то, этих бомжей, срущих в штаны? Они ни о чем, реально. У них 40 хп, у меня бита на 20-ку бьет. Изи-пизи. Тогда не трать время на пустую болтовню. Хватай все ценное из ящиков и зачищай Всё, понял, локацию от понял. этих бомжей. Если они такие слабые, то не должны быть проблемой. Что Не. в первом ящике? Есть что-то стоящее или только хлам? Давай Блин. конкретнее, Надо не было тяни кирку с резину. топором не брать, да? Есть тут много чего есть. Лечение чуть-чуть набрал. 2 мобильных телефона, изолента, веревка. Короче, куча всякой фигни. А самое клевое, что к нам пришел щенок. Маленький щеночек. Я его забираю. Будет с нами жить. Да? Молчать. Никаких жить. Щенок — это не питомец, это боевая единица и дополнительная ячейка хранения. Если он не жрет нас и не мешает бою, он полезен. Все. Забирай его. Вольер. Харди, ты серьезно?
Какой к черту вольер? Ты еще будку ему с подогревом построй. Именно. Мы выживаем в апокалипсисе, а не открываем собачий приют. Щенок будет бегать за тобой. Продолжай зачистку. Скрывай следующий ящик. Щенок И не отвлекайся на будет бегать за ерунду. мной. Я жду отчет по оставшимся контейнерам. Так, чё, блин, да чё, надо сюда еще раз идти. Слушай, мне ничего не влезает, но я могу на эту локацию еще раз потом прийти, но придется потратить энергию. Ну, тут очень много лута, реально. Выкидывай хлам. Волокно и ягоды сейчас второстепенны, если Чё, есть блин? еда. Приоритет – инструменты, Ничего не запчасти, хочу одежда выкидывать. и оружие. Если инвентарь Не забит, хочу оставляй ничего самое выкидывать. дешевое и возвращайся на базу. Локация с самолетом На базу. временная. Не пытайся забрать все, это ошибка Глок, новичка. глок. Забирай самое ценное сейчас, остальное пойдет в утиль, если не успеешь вернуться. Так, ладно. Сколько свободного места? Что именно ты готов оставить ради освобождения ячеек? Решай быстро. Харди, ты туго соображаешь или прикидываешься? Временные локации исчезают после ухода. Вернешься, там будет пусто или другая зона. Ага. Забирай только топовое оружие, еду и Топовое, компоненты для ёп. крафта. Рваные штаны и 5 веточек оставь на земле. Действуй сейчас. Что в Ага. итоге положил в рюкзак, а что бросил? И не забудь взять пса. Выдвигайся на базу. Пришлось бросить пса, но я взял рваные ботинки оставил. Я взял глок почти целый, глок 17, монтировку, лечение взял, много чего. Выбегаю на глобал карту. Ты выбросил собаку ради рваных ботинок. Гениально, Харди, просто выдающееся тактическое решение. Надеюсь, ботинки помогут тебе бегать быстрее, когда за тобой придет кто-то покрупнее зомби-бомжей. Глок — это хорошо. Это наш главный козырь на ближайшее время. Не трать патроны на всякую мелочь, прибереги для реальной угрозы. Мы на глобальной карте. Что дальше по плану? Домой разгружаться или есть другие интересные точки в радиусе доступа? Давай быстро, 15 минут ресурсы часовые. сами себя не Ёлка. переработают. Слушай, у нас с тобой еще 14 минут и 49, 48, 47 секунд вернуться назад на локацию. Предлагаю это сделать. Там еще есть лут и забрать щенка. Ну что он один там будет жить? А у нас, да, место есть. Харди, это единственный разумный поступок за сегодня. У тебя есть шанс исправить ошибку. Беги обратно на место крушения. Хватай пса и то, что мы не успели вынести. Так, Разгрузи чё. инвентарь Давай вот на так базе просто, по да? максимуму перед Вот этим так рейдом, скинемся. чтобы влезло все. Ну, И вот поторопись, таймер не ждет. Как Там у нас вернешься, топор еще сразу есть, да? докладывай, что Лечение удалось тоже вынести в выкладывай. этот раз. И смотри, не упусти щенка снова. Жду. У нас задание «Путь выжившего», мы продвинулись дальше, да, то есть вот этот большой гайд в игре Last Day. Забрать все награды. Мне открылось копье, грядка, плотницкий стол и вольер для собак. А я тебе говорил. Смотри, ситуация такая. Теперь, когда у нас есть чертеж вольера, нам все-таки придется его строить, раз мы решили спасать щенка. Это логическое завершение квеста. Действуй по порядку. Ресурсы сначала внимательно изучи, сколько дерева и веревок нужно на вольер, и проверь запасы. Крафт, раз открылись плотницкий стол и грядка, ставь их в очередь, они дадут нам стабильный ресурс. Приоритет, сначала вернись на локацию с самолетом, пока таймер не истек, и забери пса. Не трать время на пустые рассуждения. Если мы решили его брать, то вольер – это следующая обязательная цель. Как только вернешься на базу с добычей и собакой, сразу начинай строительство. Какие ресурсы для вольера остались в дефиците? Я не знаю пока, возвращаюсь на самолетик. Давай я сейчас полностью самолетик облутаю, вернусь домой, да? И тогда мы с тобой уже поговорим про вольер. Договорились? Договорились. Это самый правильный план действий. Не теряй времени, собирай все, что осталось на месте крушения, и не забудь забрать щенка в этот раз. Как только вернешься на базу, первым делом разгрузи рюкзак, а потом мы займемся расчетом ресурсов для вольера и плотницкого стола. Следи за таймером и не Молодец, ввязывайся в лишние соображает, да? драки, если видишь, что не успеваешь.
Что надо Жду это? отчет, когда будешь дома. Все, договорились. Чуть-чуть осталось, сейчас облутаю, уже бегу домой. Но единственное, мы потратили много энергии, да. У меня, кстати, есть топор, я могу еще тут прицепом, так сказать, попутненько насобирать дерево. Может, сделаем это? Как ты считаешь? Считаю, что ты мыслишь правильно, но с важной оговоркой: сначала лут и щенок. Энергия – это ресурс, который восстановится, а временная локация с самолетом исчезнет навсегда. О, молодец. Действуй так. Приоритет номер 1 – подчистую забирай Логично, оставшиеся да? ценные вещи из контейнеров и забирай щенка. Приоритет номер 2 – если Вот так после вот сбора вообще лута сделаем осталась красиво, и энергия всё. и свободное Ничего. Ну, место в в авторежиме рюкзаке, будет бери бегать топор вместе и играть. руби дерево по пути к выходу с локации. Ограничение – не перегружайся до такой степени, чтобы пришлось бросать лут из самолета ради дерева. На это Ресурсы понятно. на локации никуда не денутся, а вот редкие предметы – да. Как будешь на базе, сразу скидывай все в ящик, сортируй и пересчитываем ресурсы для вольера. Сортируй ее. Жду доклад по составу добычи, когда вернешься. У нас с тобой очередной левел и 3 скилла, соответственно, на выбор. Свежеватель. С шансом 2% получаешь дополнительную шкуру животного. Ловкие руки. Открываем ящики и тайники быстрее. И голод наступает на 2% медленней. Я чуть-чуть знаю Last Day и скажу тебе, что строгая диета это вообще просто такое говнище скилл. Свежеватель неплох. Ну и ловкие руки. Че выбираем? Абсолютно согласен насчет строгой диеты – это навык для мазохистов, который в наших реалиях только мешает. Из оставшихся 2 вариантов. 6. Ловкие руки – это наш выбор. Скорость открывания ящиков критически важна во время рейдов, когда нужно быстро залутаться, пока не прибежали нас другие нет игроки такого, или да? зомби. Вообще пофиг. А бонус к замедлению голода Так, – всё. приятный довесок, который позволит чуть реже отвлекаться на еду. Свежеватель звучит неплохо, но 2% шанса – это слишком мало, чтобы делать на него ставку на раннем этапе. Кожа И нам чё? будет нужна, но сейчас мы не так часто охотимся, чтобы этот берём? бонус стал ощутимым. Бери ловкие руки. Это более универсальный навык, Ты чё, который гонишь, будет что работать ли? постоянно, а не раз в 100 лет при разделке оленя. Как только выберешь, разгружай награбленное это из неправильный самолета, выбор. как раз проверим, насколько быстро теперь открываются сундуки, и приступай к сортировке для вольера. Выбор, конечно, так себе. Но да, взял ловкие руки, как ты захотела. И у меня следующие скиллы, прикинь. Строгая диета, домосед и все тот же свежеватель. У свежевателя не 1 уровень нового. У него аж 5, и каждый будет давать по 2%. Понимаю, выбор снова не радует, но давай оценим ситуацию трезво. Угу. Давай. Строгая диета по-прежнему бесполезный мусор, игнорируем. Молодец. Домосед – навык, который работает только на домашней локации, что для нас Логично. сейчас не актуально, так как О. мы планируем фарм и развитие, теперь мы а не возьмем сидение на свежеватель. месте. Свежеватель, раз ты говоришь, что у него есть уровни и они суммируются, то со Ага. временем это станет реальным бонусом для производства кожи. Бери свежеватель. На дистанции этот бонус будет полезнее, чем ситуативный домосед или бесполезная строгая диета. Молодец. Теперь, когда ты это закрыл, ты уже должен быть на базе. Давай отчет, сколько именно ресурсов удалось Да хватит вывести с уже. самолета со 2-й ходки. И самое главное, щенок у нас в безопасности. Сразу показывай, что нужно для постройки вольера, будем планировать крафт. А что тут планировать? У меня как раз по заданию сейчас, да? Говорят мне поставить вольер. Все ставим, да? Что тут думать? Ресурсов хватает. Даже не знаю. Раз хватает, ставь немедленно. Вольер – это не просто Вот, давай декор, вот сюда это база поставим. для развития питомца, который станет твоим спутником в вылазках. Да блин. Раз ты уже на базе, действуй быстро. Установка – размещай вольер так, чтобы он не перекрывал проходы к рабочим столам и ящикам. Логично. Ага. Оптимизируй пространство сразу. Разгрузка, как только поставишь, скидывай все лишнее из рюкзака в ящики, чтобы освободить место. Добыть железную руду из Питомец, заселяй щенка. Теперь, когда вольер готов, какая следующая цель в пути выжившего? Не расслабляйся, у нас еще полно задач по укреплению базы. Что там дальше по списку? Ставь вольер вплотную к внешней стене базы, Да но блин, так, нет. чтобы оставалось пространство для будущих проходов.
Нова, слушай, я поставил уже вольер, успокойся. То есть я поставил каркас, а теперь надо собрать еще ресурсы. Нету у нас изоленты, болтов и пустых банок. И сосновые доски надо произвести. Значит, работа только начинается. Не поняла. Раз ресурсов нет, составляем план действий, чтобы не метаться по карте впустую. Приоритет по ресурсам. Забудь про хаотичный фарм. Ну, кстати, здесь нам нужны лежит, конкретно изолента, болты и пустые банки. Вот это давай вот так. Это значит, что нужно планировать вылазки в локации, где их шанс выпадения выше, в первую очередь. Это обычные лесные зоны и зоны с камнем, зеленые или желтые, если уверен в себе. Производство сосновые доски мы сделаем на станке, как только наберем Если сырое дерево. План на ближайшие 20 минут. Разгрузись полностью, оставь в инвентаре только необходимое оружие и инструменты. Проверь запасы сырого дерева. Если их мало, иди на ближайшую зеленую локацию именно за деревом, чтобы... Погоди, блинчики, женщина. Во-первых, ты говоришь это себе в мужском роде. Меня это пугает. Говори в женском, пожалуйста. Это раз. Два, блин. Я уже все сделал, все отлично. И мне говорят, построить плотницкий стол. А еще у нас с тобой опять новый уровень. И с твоего позволения я взял увеличенный запас здоровья. Потому что все остальное просто отстой. Реально. Строим. Че нам, кабанам? Принято. Учту насчет рода, буду стараться. Что касается уровня, увеличенный запас здоровья – это отличный выбор. Для выживания в условиях базы и рейдов дополнительный HP всегда важнее ситуативных навыков, да? Так что ты поступил рационально. Жара пошла. Теперь переходим к плотницкому столу. Раз вольер мы застолбили каркасом и теперь знаем, чего нам не хватает, давай действовать системно. Плотницкий стол, строим его в первую очередь. Он даст нам возможность сделать доски более высокого качества и другие важные компоненты, что критически важно для развития базы. Да, нам надо. Ресурсы. Как только поставишь стол, сосредоточься на поиске именно того, что мы выявили: изолента, болты и пустые банки. Пустые Это банки, наша тройка для завершения начатого. Раз ресурсы для стола есть, ставь его прямо сейчас, чтобы он начал приносить пользу. После установки стола, есть ли у тебя понимание, какой следующий шаг в списке пути выжившего? Есть, конечно. И как там наш щенок привыкает к новому месту? Вот и доски дают, да? Все супер. Во-первых, значит, путь выжившего дальше прошли еще. И теперь говорят, отправляйся в сосновую рощу с топором. И в ней мы, наверное, изоленту с болтами с тобой найдем. Отлично, план ясен. Сосновая роща – то, что нужно. Там мы доберем и дерево, и компоненты, которые нам критически необходимы для завершения вольера. Места не хватает. Перед выходом проверь еще раз инвентарь. Снаряжение, убедись, что топор при тебе. Оружие, возьми с собой ту же монтировку или глок, если чувствуешь, что намечается что-то серьезное, но не трать патроны зря. Чувствую, не намечается. Еда и лечение, серьезно. Не забудь взять с собой немного хилки, чтобы не пришлось Даже экстренно возвращаться домой из-за пары царапин. Давай вот так сделаем. Как придешь на локацию, работай по своей тактике. Сначала зачистка самых опасных зомби, чтобы не мешали. Потом методичный лут ящиков и рубка дерева. Помни, приоритет, болты и изолента – это наши ключевые цели. Помню. Экономия, если инвентарь начнет заполняться, сразу решай, что выбросить, чтобы не таскать хлам. Давай, Харди, действуй максимально эффективно. Как доберешься до рощи и начнешь собирать, сразу сообщай, что нашел. Жду. Бегу в рощу. Все хорошо. Что с собой взял? Лечение не взял, но зато взял биту, топор раздолбанный, кирка. Да она не опасна, эта локация. Тут опять эти слабые зомби будут. Кого тут? Может, пару волков. Харди, без лечения – это риск, даже в зеленой локации. Риски Один неприятный спавн в толпе, или если отвлечешься на секунду, и придется бежать с базы за своим трупом, теряя время и ресурсы. Но раз ты уверен в своих силах, хорошо, буду считать, что ты идешь на легком адреналине. Действуй максимально собрано. Приоритет на компоненты, как только увидишь контейнер, скрывай его в первую очередь. Изолента и болты – это то, что мы ищем.
Экономия ресурсов, раз Всё, у тебя блин, раздолбанный согласен. топор и кирка, Они нам используй их нужны. до конца, но не забывай, если они сломаются в самый неподходящий момент, тебе придется дорубать дерево голыми руками, а это трата времени. И если бы так можно Волки было. и зомби, ты прав, они слабые, но не дай им окружить себя. Делаем топор. Держись еще один, краев да? карты, чтобы иметь путь к отступлению. Мгм. Как будешь на месте, сразу скажи, к сколько ящиков уже отступлению. нашел и что в них лежит. Если выпадут болты или изолента, это будет отличный старт. Согласен Жду, с тобой. будь осторожен. У меня задание тут. Я как только пришел, мне говорят убить 3 волков, осмотреть тайники и срубить 3 дерева. Понятно, классический список дел для разминки. Выполняй максимально быстро, чтобы не терять время. Действуй по такой стараюсь. схеме. Волки, они сейчас приоритет номер 1. Ага. Убивай их сразу, как увидишь, чтобы не крутились под ногами, пока ты будешь лутать или рубить. Тайники, после того, как зачистишь угрозы, обходи локацию и открывай все, что видишь. Внимательно смотри, не пропусти болты или изоленту, это нам критически важно. Деревья, руби их в последнюю очередь, когда уже поймешь, что именно в тайниках и сколько места осталось в рюкзаке. Не забивай инвентарь бревнами, если упадет что-то более ценное. Все, волков наказал. Тут лагерь выживших. Выживших, значит, не осталось. Последнего волк доедал. Олени, кстати, ходят. Может, их... Оп! Одного нагнул. Вижу, ты разошелся не на шутку. Ну так. Раз выжившие не справились, это наш шанс забрать все, что они не успели унести или что оставили после себя. Какой ты, блин, В таких да? заброшенных лагерях часто лежит что-то ценное, чего нет в обычных ящиках. Действуй максимально эффективно. Осмотр лагеря, внимательно проверь каждый уголок. Приоритет – сначала проверь все, что связано с металлом и инструментами, нам очень нужны давайте те нам самые болты болты. и изолента для вольера. Что в итоге нашлось в лагере? Есть хоть немного того, что мы ищем? Ой-ой-ой, хорошо. Есть, 3 болтика нашел, а еще мощную мачету нашел. Арбалетик тоже серьезный нашел. Вот это уже Походу разговор. всё, да? 3 болтика – это отличный улов, как раз то, что нужно для нашего вольера. Вот, а я тебе о чем Мачете и арбалет – вообще шикарные находки. Сами Теперь мы с тобой младенцы станем глаголит намного истина. опаснее для любого зомби. Действуй дальше, не расслабляйся. Приоритет на изоленту. Да с тобой Теперь, раз когда ты болты балаболишь есть, и балаболишь, все силы бросай женщина, на поиски ёлы-палы, изоленты. а? Под руку говоришь мне и Проверь говоришь. каждый угол лагеря и все оставшиеся контейнеры. Сортировка, раз у нас появилось мощное оружие, подумай, что теперь можно смело выкинуть из инвентаря, чтобы освободить место. Например, ту же раздолбаную биту, если она уже Да, на последнем конечно. издыхании. Деревья, не забудь про задание срубить 3 дерева, это дело пары секунд, чтобы Да. закрыть квест пути Да выжившего. сделал я уже, ёлы-палы. Как закончишь с лагерем, сразу пиши, удалось ли найти изоленту и сколько места осталось в рюкзаке. И главное, как ты планируешь распределить мачете и арбалет. Я уже сделал задание. Биту выкидывать, хоть и раздолбанную. Ты чё, угораешь, что ли? Это наше оружие. Как его выкидывать-то? Я не буду его выкидывать. Вот хоть что сделай со мной. Хорошо, хорошо, не злись, капитан. Оставляем биту. В хозяйстве все сгодится, даже если она держится на честном слове и куске скотча. Пусть будет как О. запасной вариант, раз Вот тебе это так подход. спокойнее. Раз болты уже у нас в кармане. Изолента, посмотри, остались ли еще какие-то контейнеры на этой локации. Ничего тут, Вдруг Люк, не повезет осталось. добрать остальное прямо сейчас. Бомжинская лока вообще. Итог. Если нашел все или больше лутать нечего, бегом на глобалку и домой, пока нас кто-нибудь не навестил. Да кто С нас каким тут настроением идем на навестит-то, базу? ёп? Доволен сегодняшним рейдом? Ну так И себе. не забудь, как вернешься, сразу докладывай, сколько еще Ага. изоленты не хватает для полной постройки вольера. Ага. Ну, так себе я доволен на самом деле. Бегаю, пытаюсь на максимум сейчас залутаться. Слушай, к нам никто не придет. Да кто к нам придет, честное слово. Значит, нам сейчас уже говорят, возвращайся домой на базу по нашему заданию, да?
Ну, я так понимаю, надо возвращаться. А еще у нас с тобой новый левел-ап. Все тот же свежеватель. И уже второго левела и у нас будет 4% шкурку содрать. Увеличенный запас здоровья. И уже будет на 4 плюс у нас. Ну и жажда наступает медленнее. Верблюд. Беспонтовый скилл. Вообще. Харди, ты прав, верблюд, нам сейчас как собаке пятая нога. Жажда решается обычной бутылкой воды, а не навыком. Давай по порядку. Навык «Бери увеличенный запас здоровья». Ты уже сделал правильный выбор в прошлый раз. Продолжаем гнуть эту линию. Нам поначалу Чем больше HP, тем меньше шансов, что ты случайно отъедешь от одного удара жирного зомби или в пылу рейда. Свежеватель на 4% – это все еще капля в море. Берем. На текущем этапе игры здоровье важнее кожи. Возвращение, раз квест велит идти домой, иди. Да? Не затягивай. Last Day лучше лишний раз вернуться и разгрузиться, чем жадничать, умереть в лесу и потерять все, и мачете, и арбалет, и наши драгоценные 3 болтика. Слушай, Нова, ты так много говоришь, это просто обосраться. Ты можешь как-то покороче, а? Прям реально, ёб, ты мне мозг взрываешь. Поняла. Короче, качай здоровье. Беги домой. Скидывай лут. Сколько изоленты не хватает? Бегу домой, лут скидываю, изоленты всей не хватает. Но мы можем ее лутать дальше в локациях. Надо только посмотреть, в каких. Локации, зеленые и желтые зоны, лес, камень. Там лутаем все ящики. Зачистка, быстро бежим, открываем, уходим. Не деремся, если не нужно. Изолента падает везде. Молодец, просто надо прочесать да? пару желтых Соображает. зон. Разгружайся, бери биту и в ближайший лес. Ну, то есть не Сколько вступаем сейчас в не сражение. хватает изоленты? Давай смотрим. Вливаю все ресурсы. Не хватает всего одного болтика. Сосновые доски перерабатываются. Пустые банки, это искать надо, консервы хавать. А изоленты 4 штучки не хватает. Хватает изоленты. Я забыл. Путе выжившего нам дали изоленту. И мы еще изучили Поняла. новый. План. Болты, ищем 1 болт, приоритет номер 1. Изолента, надо 4 штуки. Ага. Банки, потрошим консервы, пустые не выбрасываем. Локация, консервы прыгай вообще. в желтый лес. Там болты и изолента падают чаще, чем в зеленом. Да, блин. Разгрузись, возьми мачете, вскрывать ящики и Ага. двигай. Как наберешь, сразу домой. На связи. Слушай, изолента уже есть, все нормально. Почему? В пути выжившего нам дали изоленточку. И у нас задание сейчас просто тупо достроить вольер. А еще мне ящиков в дом не хватает. Поэтому я строю прямо сейчас 2 ящика. Надеюсь, ты не против. Ну реально, без ящиков это капец. Прям смело Отличный сразу ход. побольше Место делай. для лута всегда важнее декора. Строй ящики, разгружайся, порядок на базе критически важен, чтобы не метаться потом в поисках нужной банки. Вот чё, молодец. Вольер теперь достраивай, раз изолента есть, препятствий нет. Ага. Как закончишь, пиши, какой следующий этап в пути выжившего. В почте все наши награды. Вот они и болтики, да, и пустые банки. Я забыл. Хе-хей! Завершить! В пути выжившего нам с тобой дали и болтики, и шмолтики. Все было в почте. Я не видел сразу. Сейчас посмотрел. Поэтому вольер мы спокойно достроили. Отлично. Вольер готов, это база. Питомец теперь в комфорте, а мы закрыли важный этап пути выжившего. Раз уж все достроено и ящики тоже в работе, какой теперь следующий шаг? Что требует игра после вольера? Запустить щенка в вольер. И я его запускаю. Отлично, запускай. Наконец-то первый питомец кормить. будет под присмотром. Как только он окажется в вольере, сразу проверяй. Тип щенка, какая у него порода и потенциал. Следующее задание, что теперь требует путь выжившего. Жду отчета, как там наш новый жилец обустроился. Бегает, жрет, я ему мясо дал, которое мы поднимали с оленей.
А дальше нам с тобой говорят, положи кирку в инвентарь. Отправить нас хотят что-то добывать, короче. Поздравляю, первый жилец освоился. Раз кирку в руки, значит, пора идти за рудой. Вероятно, отправят в локацию с известняком камнем. Бери кирку, следи за прочностью и вперед. Ну так легко мы что прошли конкретно с тобой, в да? задании, Первые какая два локация и сколько задания. ресурсов просят. И еще 2 щенка. Слушай, мы прошли с тобой путь выжившего, 2 главу «Верный друг». Теперь 3 глава «Мощный выстрел». А за 2 я еще и получил награды. Костер уровня 1, сушилка для мяса дома, да? Дали еще 2 щенят, мяско. И я думаю, нам с тобой на этой ноте надо заканчивать. Отлично поработали. 2 главы закрыли, щенки О. накормлены, база обрастает инфраструктурой. Во, 3 глава умное «Мощный какое выстрел» слово. звучит многообещающе. К ней Так и вернемся есть. со свежими силами. Договорились, на сегодня все. Отдыхай, Харди. На связи. И я с тобой прощаюсь на этой замечательной ноте. Я надеюсь, тебе понравилась 1 серия. Делись своими комментариями. Чего ты хочешь больше, меня или ее? Как действуем? Я, а она мне помогает? Или все-таки вот, да, я ей отдаю прям вот полностью все решения? Обо всем пиши. Ну и, конечно, не забудь поддержать канал лайком. Ты еще не со мной, тогда подписывайся. Видосы выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу. Если не идет, тогда Макс Печка ТВ. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, анонсы стримов, роликов. Никогда ничего не пропустишь и скучно точно не будет. Увидимся в следующей серии. Ребята, всем пока-пока. Харди сегодня просто машина, вольер поставили, щенка заселили. Увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь, не теряйте. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.